Внимание, друзья, провожу тест для экстрасенсов. Вот угадайте, узнайте, чему равен рост девушки. Первое – 150 сантиметров. Второе – 160 сантиметров. Третье – 170 сантиметров. Ну, бывают такие. Четвертое – вообще модель 180 сантиметров. Ну, что дано? Что дано, понятно. Два столба вертикально, перпендикулярно земле вкопаны, длины их 288 сантиметров, 360 сантиметров. Натянуты веревки, которые пересекаются. И вот девушка вплотную к этой точке пересечения проходит под веревками. Вплотную. Просто все. И требуется узнать, найти вот рост этой девушки. Там буквы А, Б, С, Д. Ну, я слышу, там уже кричат в комментариях, расстояние D неизвестно, как же найдешь? Посмотрим. Геометрия справится, наверное. Ну что, поехали. Я, наверное, покажу вам два способа. Два. Третий вы найдете самостоятельно. Ну вот смотрите, какие способы. Всем все известно. Я рассмотрю две пары подобных треугольников. Вот один треугольничек, вот второй. Они подобны, правильно? Ну почему? Два перпендикуляра. Параллельно между собой, тут всякие накрест лежащие углы и так далее, вертикальные углы, ну все, подобные. Вот этот уголок равен этому, как накрест лежащий, два перпендикуляра к одной прямой параллельно между собой, ну и вот вертикальные, все. Треугольник 1 подобен треугольнику 2, это понятно. Ну, значит, их стороны пропорциональны. Значит, вот этот кусок этой веревки относится к этому куску веревки, как меньшее основание к большему, правильно? Давайте я нарисую отношение 288 к 360, так? Так. Сокращаем на 4, потом на 4 и так далее. Можно аж на 72. И в конце концов получим 4 к 5, 4 пятых. Ну, старт моей точки отмеченные, так и будут 4х и 5х. Нормально? Нормально. Почему нет? А теперь стираю, рассматриваю вторую пару подобных. Где она? Уберу. Вторую пару подобных треугольников. Вот вторая пара, это вот этот маленький треугольничек, прямоугольный, и вот этот здоровый треугольник. Вот, сейчас он исчезнет. Это исчезающий цвет. Видели? Я напишу это. Треугольник 3 подобен треугольнику 4. Что отсюда следует? Что H относится к 288, если я правильно сказал. Это такие числительные в русском языке, что ой. Как? Что? Как вот эта гипотенуза, которая 5х, относится к вот этой гипотенузе, которая сколько? 9х. Задача решена. Нормальная история. 9х, да? 5 к 9, значит, h равно 288 умножить на 5, разделить на 9. Делим. Единичка здесь. 3 у 9, 27. 3. 18 на 9, 2. 32. 150 и 10. 160 сантиметров. Ну, кто там угадал? Напишите. Итак, наш ответ. Рост девушки 160 сантиметров. Нормальная девушка. Но я хочу сказать одно хорошее замечание. На самом деле мы уже дважды решали эту задачку. И решали мы ее где? В районе трапеции. А что мы решали в районе трапеции? Посмотрите, будет очень полезно и интересно, что если провести вот этот отрезочек, да, мы получим прямоугольную трапецию. То, что прямоугольная, это совсем не важно. Важно, что это трапеция. И вот у трапеции отрезок, который проходит через точку пересечения диагоналей, с концами на боковых сторонах и параллельные основаниям, назову эти основания А и Б. А и Б. Вот. Пусть это будет А, это Б. Так вот, этот отрезок H, возьму синий, есть половина среднего гармонического этих оснований АБ на А плюс Б. Видели? Вот это отрезочек H. Ну, он равен вот этому. И полный отрезок F, H, вот это полное среднее гармоническое. FH равно 2B на А плюс Б. Видели? Полное среднегармоническое. Поэтому это полезно запомнить. Мы только что доказали, вывели это. Вместо 288 и 360 берите А и Б. Все остальное вылетит. Нормально? Нормально. Все. Вот так. Теперь я покажу способ 2. Способ 2.
О, какой способ 2? Тоже жутко интересный. Оказывается, можно доказать, что единица на h равно единице на a плюс единица на b. Хотя это та же самая формула, что была, если перевести к общему знаменателю. Итак, по-прежнему в общем виде это а, это b. Но это m и это n. Заметьте, мы нигде не использовали в первом способе расстояние между столбами, между их основаниями. Верно? Верно. Итак, внимание. Из подобия вот этого малого и аналогичного большого треугольников, то есть из подобия треугольника 1, треугольника 2, что следует? Ну, следует, что n относится к m плюс n, как h к a. Напишу так. h относится к a, катет катету, как катет n, вот этому большому катету m плюс n, да? m плюс n. Все. Но я могу рассмотреть подобие еще двух других треугольников. Каких? Ну, вот этого и большого треугольника. Они точно так подобны, как прямоугольные там с общим углом. Вот этот уголок общий, правильно? Они подобны. Я запишу. Из подобия треугольника 3 и треугольника 4, что вытекает? Что h относится к b. h относится к b. Как, внимание, m к m плюс n. m плюс n. Смотрите, какая красота. После сложения получается. Итак, складываем. Получается h на a плюс h на b равно. Знаменатели одинаковые. Нужно сложить числитель, а знаменатель оставить прежним. Видели? И что получается? Так это сокращается. Единица. Ничего себе. Вот отсюда и следует, когда h вынесем, то и единица на a плюс единица на b равно единица. А откуда вытекает? Это вот замечательное наше равенство. Кому это нужно? Поэтому, ну вот, решая задачку в общем виде, мы по-прежнему получаем, что h равно ab на a плюс b. И при наших данных 288 на 360, 288 плюс 360 мы получим сколько? Правильно, 160 см. Итак, это 160, задача решена. А домашнее задание с вас третий способ. Некоторые пишут по 2-3 комментария. Огромные молодцы, потому что каждый комментарий дает плюс 10 показов алгоритмам Ютуба. А нам это нужно как воздух. Вы же сами видите, какие у нас красивые задачи. Поэтому всем огромное спасибо, кто помогает каналу. С вами был Валерий Казаков. Пока.